Голос слова моего открывается и говорит над землей, и исполняет Писание моего пришествия спустя 2000 лет со дня моего сошествия с небес от Отца Саваота среди людей. Младенец, рожденный от девственного чрева, и я стою с небесными воинствами над румынской землей, на равнине которой я приготовил город слова моего, место, где я пишу сегодня книгу мою через моих послушных сыновей, в которых я, Господь, возложил с небес веру для моего пришествия отныне, для прохождения слова моего над землю. И вот я говорю и объявляю меня у ворот города, и говорю тем, кто в воротах: мир вам, стражи города! Господь идет к вам. Мир вам, сыновья! Сегодня воскресенье, и нам нужно записать слово в книгу «Сыновья мои». Слово мое к вам есть небесное послание, пришедшее на землю для духа исповедания того, что я, Господь, послан Отцом исполнить Писание, о которых я объявил 2000 лет назад, что приду исполнить их и буду распределять плату по делу и разделю направо и налево тех, кто будет собран предо мною ангелами Божиими, чтобы выбрать тех, кто любил меня, из тех, кто не любил меня на земле, и благословляю любовь и долю верных и любящих Бога, и чтобы иметь их своими и творить с ними новое небо и новую землю и новый Иерусалим, потому что это Писание ждет на границе, чтобы утвердиться со своими обетованиями на земле, и о котором я, Иисус Христос, 2000 лет тому назад говорил, что приду исполнить их среди людей. И вот я с теми, кто верит Писанию, а в других я не нашел ни веры, ни любви и потянулся влево по своей свободной воле, и потому хорошо, чтобы каждый исследовал себя на веру в мое пришествие и приносил плод веры, чтобы им не был причинен вред, заплатив за неверие и нелюбовь к Богу делами своей жизни. Снова и снова я свидетельствую письменно, что за пределами видимого творения есть невидимое и покрытое видимым, сделанным видимым, и я здесь, в том же месте, и везде находится Бог со всем небом Его и возносится на престоле херувимов и серафимов. И я говорю это снова и снова для тех, кто верит, ибо те, кто не верят, это те, кто говорит, что нет Бога, но почему они? Если нет Бога, я спрашиваю их. В воскресенье я свидетельствую о делах Божьих, записанных в священных писаниях, из которых я, Иисус Христос, прочитал 2000 лет назад, чтобы доказать их исполнение за время, прошедшее с тех пор, и снова я свидетельствую сейчас из священных писаний о моем разговоре с человеком на небесах, потому что я построил его и поместил его на небесах, и дал ему совет и работу, и я, слово с самого начала, был в невидимых вещах творения, и я разговаривал с этим человеком, и он говорился мной, но он не слушал мое слово и стал больше меня между ним и мной, если бы он не слушал, и он скрылся, чтобы сделать это, потому что он не понял, что я из невидимого вижу в видимом, и я видел, как он ошибался обо мне и о самом себе. И я спросил его, почему он скрывается, и я сказал ему: «Где ты, Адам?» Чтобы я мог поговорить с ним, я спросил его так, и он сказал мне, что он спрятался. И я отругал его за боль, которую он причинил мне. И Адам не был унижен за ошибку и за то, что спрятался, чтобы он мог ошибиться. И он снова спрятался. Он спрятался за женщиной, которую я дал ему, из которой он также отчитал меня за то, что я дал ему жену. И я отругал ее, но она также оправдалась. И тогда я произнес наказание за их непослушание и за искушение Бога, и я взял их с неба, и они остались без Бога на земле. Они остались сами по себе, и с тех пор весь человек таков. И если он не видит меня, то не принимает во внимание, что я вижу его все время. И я плакал о нем 5000 лет и больше, и тогда Отец послал меня на землю, чтобы дать мне искупление за человека, и я умер вместо каждого человека смертью на кресте. Но и я тоже воскрес для каждого человека, как Бог и Творец всего и человека. И ныне, вот, я снова иду за тобой, человек, ибо ты не возвращаешься ко мне, чтобы спастись от руки сатаны, который взял тебя с небес, чтобы творить свою волю. И я жажду победить сатану и оторвать тебя от него, как написано в Писании, чтобы прийти и исполнить мое пришествие, и новое небо, и новую землю, и новый Иерусалим, и нового человека. Для всех этих великих тайн творения и вечности, которые ожидает ее прихода на землю людям вместе со славой наступления Дня Господня. Господи, как написано, и ты, человек, ты не даешь обернуться назад и встретить с верой эти великие свершения, которыми я побеждаю сатану, так что он уже не может найти себе места. И вот, он должен был прийти Господь, человек, должен был принести с собой эти исполнения, о которых говорилось давно, чтобы они пришли и поселились на земле среди людей.